Саляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Хасанан. Сегодня у нас новый урок, и мы продолжаем тему ас-сакан. Хасанан. Сегодня у нас будет новый диалог. Мы возьмем только часть из этого диалога. Но вначале давайте с вами повторим то, что мы проходили ранее. Итак, переводим предложение. Первое предложение. Мой брат жил в этом доме. طيب. أخي سكن في هذا البيت. أخي سكن في هذا البيت. Моя подруга живет в квартире. Моя подруга живет в квартире. صديقتي تسكن في شقة. صديقتي تسكن في شقة. Он живет в районе аэропорта. Он живет в районе аэропорта. هو يسكن في حي المطار. هو يسكن في حي المطار. حسنا. И сегодня у нас будет новый диалог. Сейчас мы его весь полностью прослушаем. Но сегодня мы разберем только часть диалога, иншаллах. Хасанан, переходим к прослушиванию. واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور للشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. طيب, отлично. Давайте с вами рассмотрим предложение. Первое предложение, я думаю, здесь вам все понятно. Уриду шакка мин фадлик. Здесь я хотела бы больше акцентировать внимание на слово мин фадлик. Значит, уриду, давайте еще раз на всякий случай повторимся, да, это из пройденных уроков. Уриду – это я хочу. Соответственно, вы можете менять это слово согласно спряжению, да. Эна уриду, энте туриду, энти туридина, хуа юриду, хия туриду, нахну нуриду и так далее, да. Шакка, мы говорили, это квартира. Шакка – квартира. Слово минфадлик. Ну, вообще, если мы с вами посмотрим, да, в общий перевод, то, скорее всего, нам словарь выдаст перевод как «пожалуйста», да. Но если мы с вами более подробно, да, заглянем и попытаемся понять, да, это слово, то мы узнаем, что оно означает больше как «из вашей милости», да, или как «будьте добры». То есть я использую эту фразу тогда, когда мне что-то нужно. Это очень важно понять. Например, да, я иду в магазин, и я хочу купить ручку. И здесь я, для того, чтобы привлечь внимание продавца, я могу сказать «Мин фадлик уриду калам», «Мин фадлик уриду туфах», «Мин фадлик уриду китаб». Допустим, да? Еще я бы хотела вас познакомить с другим словом,
которое более имеет то же самое, по сути, значение, да, но оно более чаще используется на языке сегодняшних дней, да, нежели чем минфадлик. Это «ляу самахт». «Ляу самахт». Вот это «ляу самахт» я советую произносить как «ляу самахт». Конечно, по грамматике мы будем правильнее говорить «ляу самахта» или же «ляу самахти», но мы можем просто просукунировать окончание и одинаково обращаться как к мужчине, так и к женщине, да, чтобы не запутаться. «Ляу самахт». Точно так же, как и мин фадлик, ляу самахт можно перевести как «пожалуйста», да, но если, опять же, рассматривать более дословно, оно будет иметь значение как «если вы позволите». Ляу самахт. И ляу самахт мы используем такие точно так же, да, когда мы что-то о чем-то хотим попросить кого-то, да. Например, то же самое в такси, да, в автобусе. Пожалуйста, остановите. Ло самахт. Аля джамб, например, да? Так мы обычно говорили на диалекте в Египте, да? Аля джамб. Ло самахт. Мумкин туфах. Ло самахт. Уриду. И так далее. Давайте с вами попробуем на практике. Здесь сейчас вы видите картинки, да, разные картинки, слова, которые мы с вами проходили. Мне бы хотелось, чтобы буквально в течение минуты вы составили несколько предложений, используя минфадлик или же ляу самахт. Представьте ситуацию, в которой вы находитесь. Например, вы хотите ручку, да? Попросите эту ручку. Как вы ее попросите? Попросите яблоко. Как вы его попросите? Апельсин. Попробуйте. Отлично. Итак, давайте с вами рассмотрим дальше следующее предложение. Следующее предложение. Ладайна шаккатун джамиля. Ладайна шакка джамиля. Здесь обратите внимание на слово ладайна. Ладайна, что это такое вообще? По сути, это у нас лада плюс окончание на. Вот это окончание на, как вы помните, оно означает наше. Да? Нас, наше. В данном случае ладайна переводится как у нас, так как лада и инда, они очень близки. А мы с вами говорили, что инда переводится как у. Лада тоже переводится как у. Я могу использовать эти слова в значении как у меня есть, да, у нас есть. В данном случае ладайна. Попробуйте также составить несколько предложений. Скажите, у нас есть хорошая книга, да, например. У нас есть красивая квартира. У нас есть красивая ручка, да, и так далее. В данном случае ладайна шакка джамиля. У нас есть красивая квартира. Вы же составьте свое предложение. Далее у нас вопрос, да? Кам гурфатан фи шакка? Кам гурфатан фи шакка? Кам гурфатан фи шакка? Это очень важный вопрос, особенно когда вы хотите узнать, да? В данном случае здесь кам переводится как сколько, гурфа – это комната, фи шакка – в квартире. Обратите внимание, что после кам слова, которое означает сколько, вопросительное слово, у нас стоит далее слово гурфа в единственном числе. В единственном числе.
Как вы помните, слово гурфа переводится как комната. Гурфа. В русском языке, да, мы говорим сколько комнат. Но не во всех языках так. Например, в казахском языке мы скажем неше бөлме. Неше бөлме, да? Неше қалам. Я думаю, что так во всех тюркских языках. Точно так же, как и в арабском языке. Кям гурфатен. Кям гурфатен, да? Сколько, дословно как бы сколько комната, ну это тогда, когда я задаю вопрос. Это именно в вопросе, да? У нас обязательно стоит существительное в единственном числе. И обратите внимание, что оно у нас стоит с окончанием ан. С окончанием ан, да? Гурфатен. Так. Давайте с вами точно так же попрактикуемся. Давайте рассмотрим такие предложения. Кям сариран. Переведите. Кям йоуман. Кям риалян. Значит, кям сариран. Сколько кроватей. Кям йоуман. Сколько дней. Кям риалян. Сколько реал. Теперь давайте с вами посмотрим на картинку и зададим такой вопрос. Сколько машин перед домом? Как вы переведете? Кям. Говорю ответ. Кям سيارة أمام البيت. В разговорном я бы сказала проще. كم سيارة أمام البيت. كم سيارة أمام البيت. Сколько комнат в квартире? Сколько комнат в квартире? Или в доме можете сказать. كم غرفة في شقة или же كم غرفة في البيت. Сколько яблок на столе? Сколько яблок на столе? طيب. كم تفاحة على الطاولة? Можно сказать على المكتب, да? Например, это парта у нас. Сколько апельсинов у девочки? Сколько апельсинов у девочки? كم برتقالا عند البنت? كم برتقالا عند البنت? Хорошо. Значит, на этом мы с вами остановимся. Вы практикуетесь. И дальше мы продолжим на следующем уроке, иншаллах. Всем хороших уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.